Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня у нас вторник, да. Простите за опоздание, да. Были небольшие технические неполадки, но сейчас все хорошо. И давайте как раз посмотрим рынок. Начнем мы с S&P 500. S&P 500 у нас вчера валился, да. Сегодня у нас получился на премаркете откат. Вот получается, мы почти что выходим из облака, как раз таки оттолкнулись, да, все-таки от дневного облака. Но тем не менее, это для меня все-таки все равно, да, это шорт-сценарий. Я думаю, мы дойдем примерно, может, даже к уровню где-то 4500 даже можем сходить, да, и как раз таки дорисовать наше правое плечо гипа, то есть я ожидаю примерно вот плюс-минус такой поход, ну, как раз таки думаю, на отскоке я буду доливать свой шорт по биткоину, в принципе, уже начал понемножку доливать, вот как раз таки 43, 250, я как раз таки давал, да, того нашему сигнала, который мы как раз таки брали от 18 сентября, надеюсь, все воспользовались, да, сигналом, как раз таки тогда были на 48 700, как раз таки оттуда я заходил в шорт. И спасибо, кстати, друзья, что поддержали мою идею про S&P 500, да, про биткоин, про доминацию. Вот, кто еще там не подписан, подписывайтесь. И также на ютубе давали обзор на прошлой неделе с Растом. Отличный обзор, как раз идем по сценарию. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите, это последнее видео. Ну и давайте вернемся, да, непосредственно к графику и посмотрим, куда же мы в дальнейшем можем сходить по остальным активам. Давайте продолжим доминацию. Доминация, в принципе, у меня идет по фракталу, все, в принципе, в норме, да, я вот жду все-таки пробоя и уход выше 44. Вот если мы этот пробой увидим, отскок, да, дальше вверх, то, конечно же, мы пойдем довольно-таки очень высоко по доминации и очень низко по биткоину и альтам, да, то есть для меня все-таки нужно подтверждение выход 44, и как раз образование тут уже на дневном, да, двойное дно, и на недельном уже более большое двойное дно, раз линия шеи на этом случае будет район 49. Пробой 49 приведет, ну, очень большому, так скажем, падению, да, я даже не представляю, куда мы можем упасть, потому что даже сейчас, ребят, когда мы упали по биткоину на 5000 баксов, да, у нас доминация, ну, отскочила, так скажем, ну, ровным счетом никуда. Вот, то есть, потому что все равномерно падало, и плюс-минус доминация стояла на месте. Представляете, если биткоин будет падать сильно, да, то есть и альты будут падать еще сильнее, то это, конечно, приведет рост доминации просто в бешеные цифры. То есть это нужно держать, так скажем, в голове, да, как заметочку. Total у нас, кстати, как раз таки пробил вот эту поддержку, это 2 триллиона долларов, да, как раз находимся ниже. Да, сейчас есть, конечно, образование таких вот выносов, да, так скажем, как раз таки на 4 часах мы можем наблюдать такой вот доджик, да, такого вот дракончика. В принципе, да, может быть, конечно, откат, я это не отрицаю, вот откат это вот на верхнюю границу, 2,2, то есть уход выше 2,5, да, то есть 2,15, да, то это, конечно, уже будет разворот. То есть вот я поставлю прям метку, да, это теперь значение чуть ниже. Вот, как раз таки 2,16 это будет разворот и выход как раз через 4-часовое облако. То есть, да, возможно как раз таки такой поход, но опять-таки можем вот пойти так дальше. То есть, одно касание есть, вот на третье касание, и уже оттуда получить какой-нибудь откат. Вот это, в принципе, чего я жду и зачем я, в принципе, сейчас доливался. Дойдем сейчас до биткоина и объясню почему. А сейчас это все мне похоже как раз таки ретестом. То есть, ретест линии шеи, да, сейчас мы ретестим ее и идем дальше вниз. Как раз там уже мы отрабатываем уже непосредственно голову с плечами, да, это где-то уровень хотя бы 1.7, да, где-то 1.7, 1.6. Возможно, дойдем до 1.5, ну, как бы там уже поддержка такая хорошая, оттуда я точно буду там немножко лонговать. Но сейчас лично неохота, даже при том, что у нас есть дивер, доджик, да, возможно, мы сходим на 2, на 2.1, но я там буду как раз таки доливать свой шорт. Сейчас как раз таки перейдем к биткоину после тотала альты. А альты, да, опять-таки, то, что я говорил вчера, вот рисовал это в потенциале, если мы увидим отскок. То есть многие говорят, типа, держу альту, вижу отскок и так далее. Если это будет, да, то это какой-то такой вот, типа, вымпел, а-ля вот так сходит. Но опять-таки мы находимся на гипе, да, на поддержке. Если мы, конечно, отскочим, да, вот разворот это опять-таки выход, да, выход из сопротивления, а выход из сопротивления у нас где-то в районе, ну, 1
1.25. 1.25, все-таки хорошая зона. Вот, да, как раз 4-часовой облак. Опять-таки обозначу его линии. То есть вот 1.25. Вот, но жду опять-таки ниже. Вот, отработка гипа, это вот здесь. То есть пока мы только пощупали, то есть на вкус, да, посмаковали, так скажем, шортом, да, но настоящее падение, я думаю, только начинается, друзья. Так что вот такие вот страшные, может, да, для кого-то говорю, но тем не менее, вот, кстати, это как раз-таки отработал, да, вымпел. Вот, тоже думаю, где-то тут тоже плюс-минус такое будет. Что касается у нас биткоин, да, давайте уже дойдем до биткоина, да, не томи, Илья, да, расскажи, что же там с биткоином. Ну вот, ребят, рассказываю. Тут, наверное, все у меня перечерчено, да, там очень много всего. Ну, давайте буду объяснять все по порядку, что да как, куда идем. Смотрите, получается, вчерашним походом на 44, да, вот здесь мы ходили, это, по сути, был ретест. Ретест пробитого вот этого как раз-таки тренда, то есть она служила нас, ну, точнее, сопротивление. Вот, она служила у нас вот поддержкой, теперь это стало снова сопротивлением. Плюс ретест, вот эта поддержка, которая тоже стала теперь сопротивлением. Вот я думаю, как раз таки, что мы можем сходить снова сюда, да, уже потрогать вот эту зону, где-то зону 45, это вот как раз таки сопротивление, вот эта зона, да, вот туда мы можем сходить. То есть я готов там доливать, в принципе, свой шорт. Сейчас я то, что долил, у меня вход стал 47, то есть вот у меня вход был 48 700, да, теперь мой вход в 47 100. Ну, то есть очень высоко, да, то есть я оставил специально доливочку еще, да, чтобы у меня вход сместился на 46. Вот, как раз 46, тут еще и облако, да, ну, все по красоте, как говорится. Вот, давайте перейдем теперь на более маленький ETF и покажу уже здесь. Почему же все-таки решил подшортить? Ну, опять-таки, здесь и RSI, в принципе, уже вниз немножко начал смотреть, плюс доджик, да, у нас опять-таки здесь есть, опять-таки клин восходящий, да, плюс сопротивление у нас идет. Ну и вот зона ретеста 44, да, я до 44, вот 44 где-то еще буду добираться. Вот, плюс-минус. Если перейдем на более мелкий ТФ, да, я тут увидел, как говорится, гип. Вот он как бы тут есть, гип, флаг. Это сейчас мы как раз таки ретестим их границы. Опять-таки можем сейчас переформировать, конечно, все это в вымпел и повести на 44, да, но я говорю, поведут на 44, хорошо, я как бы дольюсь, да, то есть это вообще будет супер. Но, тем не менее, жду все-таки, потому что я не могу ждать 44, если мы отсюда пойдем вниз, да, лучше, как говорится, долиться здесь немножко. Вот, и как раз цели, ребят, опять-таки публиковал в канале, кто еще не подписался, ребят, подписывайтесь, вот, все говорю, все пишу, так что пользуйтесь. Вот, получается, здесь я вот жду сейчас поход на 47, на 42 800, потом последующий 42 100. И вообще, краски здесь может быть, конечно, у нас отрисоваться двойное дно, да, погиб тоже может быть, то есть это вот так, если мы сходим, вот как-то сюда и отскочим. Так что я буду доливку в большей степени фиксировать на первых двух тейках. Потому что погиб могут нарисовать, потому что он больше видится на эфире. Вот, на эфире, ребят, смотрите, какой четкий, в принципе, может быть погибчик. Вот, но для погиба нам нужен ретест. Ретест чего? Ретест вот этого вот. Сопротивление, это как раз зона, ну, 29.60, да, 2960. Там плюс-минус я, может, шорт буду удерживать, да, по битку, но вот немножечко прям на копейку, да, эфир можно лонгануть. То есть вот здесь можно, в принципе, эфир попробовать лонгануть. Стоп где-то будет за 2.900. То есть и стоп короткий, и сетап интересный, потому что даже отскок хотя бы на 3.80, да, даст, в принципе, больше 100 пунктов профита, при том, что стоп будет в районе 40 пунктов. То есть, тем не менее, риск-реворд тут прям, ну, хороший. Что касается других активов, ребят, я расскажу их на дневке, что вижу, куда, да, ну, эфир, опять-таки, гип, да, вижу я его как раз сюда. То есть это где-то в районе 2000 за эфир, вот где бы я, наверное, откупал бы эфир. Откупал бы эфир, если пробьем, опять-таки, 3400. 3400 пробьем, мы пойдем как бы на 3900, там, в принципе, можно, то есть вот. Или здесь, да, на пробой, если у нас все это фейк, да, там и S&P дальше польет, ну, то есть наверх пойдет, да, и так далее, окей. Будет, да, пусть пробьют сначала. Не будет, жду здесь. Так что, так. BNB. Вот BNB прям вот на поддержке, конечно, прям на глобальной поддержке, прям вот стоит, как бы
Вот, да, то есть пока дивера, конечно, нет, но, думаю, на маленьких ТФ он есть, вот, в принципе, как дракон, да, если, конечно, по BNB какая-нибудь новость пролетит хорошая, но, опять-таки, при пробое, это 400. 400, да, пробой 400, можно пробовать лонгануть, либо же пробой этого, здесь уже, наверное, мы пойдем где-то сюда, то есть, опять-таки, хороший проливчик, если мы пробьем 340, то есть 340, хороший уровень, пробиваем, идем хорошо вниз. Ада уже пробила, вот идет, мне кажется, сейчас на ретест может сходить, это где-то 2,3, вот, то есть опять-таки чертим сопротивление. Ну вот, да, где-то вот за эти границы, если не выходит, то это тоже шорт, то есть шорт, ретест, тренда, это вот где-то как раз таки максимум 2,4, то есть выход за 2,4, то есть 2,5 это, можно сказать, стоп. Вот, то есть можно шортануть, посмотрим. Кстати, я это все буду помечать, в следующем обзоре посмотрим, как сценарий, в принципе, отработал или нет. Цели, в принципе, по Аде это зона, наверное, 1,7, 1,6, ну и вот 1,4, я думаю. Вот где-то вот эти зоны. И здесь можно, в принципе, ловить Аду там на небольшой лонг. Это вот зона где-то 1,4. Стоп будет где-то 1,25, я думаю. Ну, будет, думаю, вот плюс-минус такой отскок. Если рынки польются, да, это все пойдет куда ниже, естественно. Ripple, кстати, похож на Аду, тоже канал, да, тоже вот зона поддержки у него где-то на 0,7. Опять-таки ретест может быть, ретест вот этого пробитого, да, это тоже где-то зона 1 бакса, плюс-минус 1 бакса, потому что тут уже угол, конечно, посильнее, и плюс это все может образоваться в клин, так что тут, конечно, Ripple может на каких-то там новостях, да, возможно вылететь, так что вот, будьте осторожны, да, потому что все-таки могут сводить и выше. Ну, я Ripple не торгую, так что просто показываю. Доги. Ну, Доги, кстати, выглядит, наверное, максимально шартово. Выглядит он так, как будто о нем вообще полностью позабыли. Прям вообще, ну, то есть вычеркнули его из стикербука. Прям как будто Илон Маск сказал, типа, блин, все, что я говорил про Dogecoin, это была ошибкой. Ну, то есть он выглядит прям очень плохо со стороны теханализа, потому что пробита вот эта основная трендовая, потому что у всех она проходит, ну, куда ниже, то есть очень низко, да. Вот я думаю, где-то ретест, где-то 0,22, возможно, сходим на 0,25, вот здесь, в принципе, сопротивление на дневке, да. Вот там бы, в принципе, я бы, наверное, пригляделся к нему, к шарту, даже, наверное, обозначу, потому что если сходим туда, там стоп недалекий, а шортить можно прям, ну, очень низко. То есть следующая поддержка это вот здесь вот. То есть, ну, очень хорошо, я бы сказал. Стоп где-то, наверное, 0,20. Дот, кстати, вот видите, от поддержки отскочил. Вот сходил на поддержку на 26,5, да, и отскочил. То есть это опять-таки пробой дота, если здесь. Ну, кстати, вот я фрактал находил тогда, если мы сходим вот так. То есть это опять-таки гипчик, да. Вот, и можем как раз-таки тоже посмотреть его в шорт. Я думаю, где-то ретест, это вот где-то зоны, наверное, 32, 31, возможно, дадут. Так, то есть, ну, это вот уход не выше 35, я думаю, да, 35, это уже будет, конечно, дальше вверх, ну, выше ретест, то есть, пробой это уход ниже 26, уход на 23, уход на 19. Где бы я хотел купить дот, ну, признаюсь честно, вот здесь. Вот здесь, где я тогда, в принципе, не купил, там мне он был бы интересен. Ну, то есть, ценник в 3 раза ниже, чем сейчас, он, в принципе, интересен. EOS, ну, EOS прям, конечно, он прям по учебнику отработал гип. Вот, что-то я его, конечно, не присматривал тогда. Ну, EOS, кстати, прям уже на поддержке. То есть, это 3 бакса, да, 3,3 бакса. Вот, если он отскочит отсюда, в принципе, можно пробовать какой-нибудь лонг поймать с целью где-то на 4 бакса. То есть от 3 до 4 можно его поскальпить. Ну, то есть это довольно-таки сильная поддержка у нас. Ну, конечно, уход это приведет вот на эту плоскость. Это где-то в районе 2 баксов. 2-1,5. То есть как был слив, да, очень большой. Где-то вот в эту зону можем, конечно же, сходить. 1 инч. 1 инч тоже такой же гип, как и на EOS был. В принципе, отработка гипа, она где-то вот в районе, наверное, 2 баксов. 2 бакса. Но я думаю, наверное, искать, наверное, все-таки вот куда я ставил уведомление, где-то по баксу 1,2, вот где-то вот эта зона по инчу, вот откуда он стартовал, она, в принципе, интересна была для покупки. А сейчас это интерес будет, если мы пробьем и закрепимся выше 3. Выше 3, тогда можно присмотреть лонг. Пока это все, так скажем, отскоки, ретесты. О, кстати, биток отскочил, да. Ну вот, надеюсь, отскочит повыше, чтобы долиться.
пока все-таки так и так держу все эти позиции. Интересно, что же будет, ребят. Кстати, ребят, пишите, да, там, что думаете насчет рынка, куда думаете пойдет. Все это падение, да, просто многие спрашивают, может падение закончилось, да. Пишите в комментариях, либо же в нашем чате, да, что вы думаете насчет всего этого движения, да, битка там с 48 на 40. То есть это было просто коррекционное движение, пойдем дальше вверх, да, либо же это только начало падения, да, и мы только начинаем падать и пойдем там на 35, на 30, возможно, даже ниже. Так что, друзья, не стесняйтесь, пишите. А я с вами не прощаюсь, увидимся в чате, да, увидимся в канале. Вот. До скорых встреч, всем хорошего дня.